Всем доброго дня, друзья! В данном видео я представлю вам скрипт MakeStat, который предназначен для анализа первичной статистики торговых сигналов сервиса сигналы ресурса mql5.com. Основная страничка провайдеров сигналов выглядит именно так, как у вас сейчас на экране. В данном случае мы выбрали сигналы для MetaTrader 4 и отсортировали по стандартному рейтингу, который обеспечивает компания MetaQuotes. Для того, чтобы анализировать качество сигналов провайдеров, мы должны будем зайти на страничку этого сигнала. Прежде всего, что нужно сделать, это посмотреть вкладку распределения. В вкладке распределения представлены те инструменты, по которым совершаются сделки. В данном случае это три инструмента. Они имеют стандартное написание, то есть они не имеют ни префиксов, ни постфиксов, то есть 6-символьное обозначение валютных пар. Следующим действием мы делаем скачивание истории сделок, которые выдается вот по данной ссылочке. Мы скачали эту историю. Далее мы открываем ее в файле и запоминаем ее в буфер. И следующим у нас происходит открытие терминала MetaTrader. Для того, чтобы интегрировать скачанную историю в терминал, нам нужно произвести следующие действия. Мы открываем каталог данных, MQL4, файл, и размещаем этот самый файл, который мы скачали с историей, вот в этот самый каталог. Вот он у нас здесь появился. Но прежде чем использовать историю сделок, нам нужно будет в каталог Microsoft MQL4 скрипт разместить наш файл скрипта под названием MakeStat. То есть мы скопируем сюда данный файл, сделаем правой кнопочкой мышки обновление, и после обновления, после перекомпиляции у нас он должен появиться в окне навигатора. После того, как мы загрузили файл истории, нам нужно проверить, если у нас тот объем исторических котировок по тем инструментам, которые у нас представлены в файле история. Я еще раз заглядываю во вкладку распределения, смотрим доллар, евро-доллар, фунт-доллар, евро-фунт. Возвращаемся обратно к нашему терминалу, нажимаем кнопочку F2, архив котировок, и смотрим. Еврофунт минутные у нас начинается с 99 года, то есть практически полная история. Евро-доллар минутные здесь у нас тоже практически полная история с 99 года. Далее и фунт-доллар минутный. И фунт-доллар минутная история у нас с 2003 года, что в принципе более чем достаточно для анализа файла истории, который у нас есть. Что нужно сделать для того, чтобы начать анализировать сделки выбранного нами провайдера сигналов? Для этого мы на график помещаем скрипт. Далее переходим в окно параметры. Следующим шагом мы запоминаем ID нашего провайдера сигналов. Он у нас вот здесь. И вместо звездочки в параметры подставляем этот самый ID. Это нужно для того, чтобы
не спутать файлы разных провайдеров, которые у нас будут. И нажимаем ОК. После того, как скрипт закончил работу, он на экран выдает вот такую картиночку в левый верхний угол нашего графика. Здесь можно увидеть, что обработан название, имя файла, который был обработан, распределение по коэффициенту качества сделок, распределение по коэффициенту комфортности сделок, а также общее количество обработанных транзакций, успешно обработанных транзакций и процентная доля успешно обработанных транзакций. В данном случае мы имеем 97,73%, что является крайне высоким показателем. Это означает, что котировки моего торгового сервера очень близко подходят, соответствуют котировкам сервер-провайдера. Наиболее подробное описание работы скрипта вы можете прочесть в статье «Как провести качественный анализ торговых сигналов» и выбрать наилучший из них на ресурсе MQL5 в разделе «Статьи». Если в написании символов случаются какие-то префиксы или постфиксы, то делать нужно следующим образом. Мы выбрали какого-то провайдера сигналов, у которого в написании символов есть некий такой постфикс. То есть в данном случае это .ecn. В этом нет ничего страшного, но мы делаем следующее. Мы скачиваем файл истории и подгружаем его в нашу папку Files. Как обычно это делается. Вот он у нас здесь, History. Мы запоминаем ID этого файла. Запускаем скрипт. И вместо звездочки мы ставим ID данного провайдера сигнала. И уже в параметр postfix мы добавляем ECN. Точка у нас там была уже, ECN. То есть он к стандартному написанию символов будет добавлять наш postfix. Далее нажимаем ОК. После обработки данных мы получаем вот такую вот картину. То есть в данном случае 86% обработанных транзакций являются успешными из 100. Смотрим, насколько это соответствует действительности. Здесь у нас было 100 прибыльных транзакций. И, соответственно, мы обработали все 100 прибыльных транзакций. 86% транзакций совпало по котировкам с торговым сервером провайдера. Немножко не дотягивает до 90, но в принципе тоже неплохо, исходя из того, что сама по себе история всего 100 сделок насчитывает, что в принципе как бы дает некий такой допуск. Если посмотреть на распределение, то видим, что по качеству сделок максимум приходится на коэффициент 1,6, что очень неплохо, это выше среднего. Если посмотреть на комфортность сделок, то максимум приходится на 0,9 и на 0,6. То есть вот два максимум приходится на 0,6, на 0,9, что в принципе очень неплохо. Если построить диаграмму распределения, то данный провайдер сигнала торгует очень комфортно с точки зрения инвестора. Вот именно по такой технологии работает наш скрипт. Как интерпретировать полученные результаты, читайте в статье. В итоге мы получаем еще и файлы, дополнительные файлы. То есть к исходному файлу с History мы получаем еще 3 файла с All, это все транзакции, ST это с распределением, по которому мы можем построить в любом табличном процессоре график распределения. То есть он выглядит вот таким образом у нас. Вот этот график. Вот эта таблица, по которой можно построить график распределения. И файл all отсортированный по типу. Выглядит он следующим образом. Мы видим, что здесь в данном случае у нас все по инструментам, и причем инструменты еще отсортированы по направлению сделок. То есть мы можем посмотреть конкретно
USD buy, конкретно USD sell, ну и так далее по другим инструментам, которые у нас были. Если у нас попадается ситуация, когда справа пишется некорректная цена открытия, это означает, что цена открытия на данный момент времени, на данную сделку, не соответствовала тем параметрам, что было у провайдеров, и то, что было у вас на вашем торговом сервере. Соответственно, все эти транзакции, они помечаются как некорректная цена либо открытия, либо некорректная цена закрытия. То есть это все раздельно, вы можете посмотреть. Нанеся это все на график, вы можете понять, где произошла ошибка. То есть это делается следующим образом. В данном случае у нас это относится к доллар-франку, и мы сейчас это все попробуем воспроизвести. Например, некорректная цена открытия по доллар-франку. В данном случае это у нас произошло вот в этот момент времени. Мы помечаем этот бар. Смотрим. Это было 0,055. Да, 0,055. По цене вот такой. По цене вот такой. И ставим сюда ценовую метку. Сделаем ее покрупнее. И поставим соответствующую цену сюда. То есть вот на данном баре, как видите, у нас не было в тот момент соответствующей цены. То есть вот у нас была ценовая метка здесь. Которую мы ставили сюда, вот она. А бар у нас хай был вот тут. То есть, соответственно, порядка 4 пунктов у нас не хватило до нашего уровня котировок нашего торгового сервера. Вот таким образом вы можете смотреть. То есть, если у нас это попадает в общий мейнстрим, то по большому счету это все хорошо. Это может как бы в пределах спреда быть погрешность. Если же слишком далеко бывает, то, конечно же, это говорит о том, что очень сильное расхождение в котировках между вашим торговым сервером и сервером вашего провайдера. Ну и для верности можно рассмотреть еще один пример. Ну, например, по некорректной цене открытия. Вот эту сделку рассмотреть. В данном случае она произошла у нас вот в этот момент. В тот же самый момент. Ну это были две сделки одинаковые. Давайте рассмотрим вот эту. Это точно была в другой момент времени. Мы ее помечаем. Это было у нас 15.34. Нет, 0.015. 0.015. Да, это было. И цена была вот эта. Мы ставим сюда цену. И смотрим. То есть, видите, тоже у нас как бы не сходилось. То есть, хай был ниже, чем цена открытия сделки. По большому счету, данная ситуация, она как бы в пределах спреда, то, в принципе, качество котировального ряда, качество истории котировок в данном случае приемлемо. На этом все. Всем спасибо. До свидания. Удачи в делах.